Здравствуйте! В этом видео про счастливые отношения, про зрелую любовь. Люди хотят знать секреты счастливых отношений, и давайте поговорим на эту тему. Потому что очень многих удивляет, что на самом деле, оказывается, эта зрелая любовь, она достаточно скучная. Потому что мы, к сожалению, растем на том, что мы видим в телевизоре, на экранах. Да, мы растем на кино, на мультиках. У нас есть с детства какие-то персонажи, герои фильмов, которыми мы восхищались. Вот, например, я когда росла, я помню, как меня восхищала Скарлетт О'Хара из «Унесенных ветров». Прям вот ее внешний вид, ее характер, потому что просто-напросто моя мама отзывалась о ней положительно, говорила, что ее тоже восхищает эта женщина. И я, естественно, как ребенок хотела зеркалить маму. Мне хотелось быть такой же, как и мама, и я переняла себе этот образ. Но если сейчас разложить по полочкам, то, например, этот персонаж, что она несет как пример? Она несет пример нездоровой любви и неадекватных вообще ситуаций поведения, да, когда ты любишь одного человека, но почему-то пытаешься его игнорировать, свой характер ему показываешь. С экрана смотреть это красиво. Нам, зрителям, вау, у нас эмоции зашкаливают за сюжетом, но в жизни, представляете, если мы все будем в жизни жить, как эти герои фильмов, где нужен экшен и драйв, где что? Эмоциональные качели. И тогда мы вырастаем на этих сюжетах, фильмах и пытаемся в жизни воссоздать себе такой же экшен. И тогда наша нервная система не выдерживает, тело истощается, мы просто устаем жить в этих гормонах стресса. Потому что зрелая любовь, счастливые отношения – это про совсем другое. И когда вы увидите, если вот снять, да, фильм про зрелые отношения, его скучно будет смотреть. Там не будет никакого экшена. Что мы увидели бы с вами в зрелых отношениях, если бы нам сняли такое кино? Мы бы увидели там, во-первых, очень много уважения друг к другу. И тогда, если к нас в детстве не уважали наши родители, как личность, например, входили в комнату без стука, или могли там дать подзатыльник, если что-то не так. Или когда ты ошибаешься, да, то твои родители могли накричать на тебя, наезжая, прям сразу критикуя. Это все неуважение к маленькому человеку, как к личности. И тогда мы вырастаем и транслируем это в нашей семье, с нашим там мужем, например, да, если вы жена. Потому что как дети получаются по образу и подобию своих родителей, так же и отношения, которые мы строим в наших собственных семьях, мы, если не осознанно это делаем, а вот как оно само сложится, то оно сложится по образу и подобию отношений в нашей семье. Иногда, конечно, получается наоборот, люди иногда зеркалят это в другую крайность. Ну, например, дочка алкоголика и алкоголички вырастет человеком, который будет тотально отрицать алкоголь. Или в семье, где папа бил маму, вырастет девушка, которая будет на дух не переносить никакую агрессию. А агрессия – это вообще-то одно из наших базовых состояний. Агрессия нам очень нужна. Вопрос, да, как ее выражать, то есть само чувство окей, но вот что с ней дальше делать. И женщина, которая выросла из семьи, где папа бил маму, и она взяла себе такую установку, что вообще не допущу никакой агрессии в своей жизни, блокирует свою собственную агрессию и создает семью, где агрессия тотально запрещена. То есть, да, запрет не на неверное выражение агрессии, что меня нельзя бить, со мной там мне нельзя как-то грубить, а даже на чувствование этой агрессии идет запрет, и там начинается свой дисбаланс. Поэтому уважение в здоровых отношениях, в зрелых отношениях вы бы увидели очень много уважения. Почему очень много? Вот прям мне хочется выделить это очень, потому что в наших семьях, в нашем детстве, к нам как детям, очень часто уважения было недостаточно, мало. И поэтому нам нужно его очень много сейчас транслировать в своих семьях, которые мы сами создаем. В отношениях, где зрелая любовь, вы бы увидели, что партнеры ни в коем случае не игнорируют друг друга. Они не будут там играть в недотрог, они не будут заниматься вот такой, знаете, частой ерундой нашей человеческой, когда ты берешь телефон
и, например, он тебе что-то написал, и ты прочитала, но не отвечаешь ему сразу. То есть вот пытаться вот это играть в какую-то дистанцию, да, сливать где-то, вот этой всей ерунды там не будет. Потому что там в здоровых отношениях, в зрелой любви партнеры идут друг навстречу друг дружке постоянно. И когда один запрашивает внимание или заботы, послушай меня, помоги, второй всегда откликается. И даже если он занят и не может, и что-то не так, он откликается и говорит о том, что слушай, сейчас не могу, смогу тогда-то. Да, там, жена, например, муж хочет секса, а жена не хочет его сейчас, она очень устала. И тогда она не будет игнорировать, сливаться или говорить, что болит голова. Она отзовется, скажет: ой, я слышу, тебе это сейчас вот хочется, нужно. Я вижу, что с тобой вот так, но я сейчас не могу. Там не будет игнорирования. Еще один важный момент, который мы с вами увидели бы в фильме про зрелые отношения. Там нету проверок друг к другу, нету контроля и нету ревности, потому что ревность это тоже про контроль и про проверки. Там люди доверяют друг другу. То есть если мы сошлись с тобой в союз, то мы договорились, что мы изначально даем друг другу большой кредит доверия. И тогда я тебя не проверяю. И не нужно проверять, чтобы убедиться, что ты со мной поступаешь хорошо, что как бы ты для меня безопасный, что все окей. Я заранее даю тебе большой кредит доверия. И еще один очень важный момент, который мы бы с вами увидели в здоровых отношениях, это в здоровых отношениях люди не пытаются переделать друг друга. Это очень сложный момент. Вот спустя время, когда мы видим все недостатки уже своего мужа, а муж видит все наши недостатки, так хочется подогнать его или ее под свой образ идеального мужа или жены. Хочется как-то вот с ним так сманипулировать, чтобы он стал такой, вот такой. Ну, потому что мы уже вошли в отношения, мы уже так переплелись. У нас уже там дети общие, мы ремонт вместе делали. У нас еще, не дай бог, ипотека какая-нибудь. Нас только связывает, а он так косячит. Ну вот тут бы ему чуть-чуть поменяться, и тогда мы начинаем его пилить, придираться, потому что очень хочется изменить. Это нездоровые отношения, это незрелая любовь, это больные отношения, созависимые. Поэтому если вы стремитесь к счастливым отношениям, а только в зрелой любви можно испытывать реальное спокойное счастье, спокойное, без эмоциональных качелей, но зато постоянное, продолжительное, такое более ровное, фоновое, приятное состояние. Там очень важно принимать партнера таким, какой он есть, договариваться с ним, если что-то не так, сообщать о том, что вам не так, но не пытаться его переделать, оставить за ним право решать самому, хочет он где-то меняться или не хочет. И точно так же требовать, да, настаивать, чтобы вас никто не пытался переменить. Вы такая, какая вы есть. И никто не имеет права указывать вам, становиться там вам худее, толще, что вам носить, не знаю, как вам краситься, с кем вам общаться. Да, это ваше личное пространство, не пускать туда мужчину, научиться не сливаться с ним тотально, а разделять. Вот это мое, вот это твое. И при этом быть открытой и идти навстречу друг другу. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Я очень часто в комментариях читаю, сама отвечаю, стараюсь всем ответить. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если досмотрели до конца. Если хотите больше лайва какой-то личной жизни, заходите в мой инстаграм. Я там практически каждый день бываю в историях. А также в телеграме веду телеграм, пишу там посты текстом. Если хотите почитать, посмотреть, внизу есть ссылки на мои другие соцсети. До встречи!